Мальчики и девочки, я вас приветствую на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. И сегодня какой расклад? Глядите, только отсняла, что ожидает наших недоброжелателей, да? Как буквально в ночь с 7 на 8 января ребята отсылают уже новые программы. Поэтому хочу посмотреть сейчас, кто к вам и что из рождественских сюрпризов отправлял вместо того, чтобы праздновать в кругу семьи это все и просто жить нормальную жизнь. В общем, интересно, конечно, так, но тема достойна того, чтобы ее осветить, я считаю. Итак, у нас 4 варианта. Первый – это стихия огня, второй – стихия воздуха, третий – стихия вода и четвертый – стихия земля. Давайте-ка посмотрим, что же они там затеяли, кудесники, да? Ну, интересно поглядеть и знать. Я думаю, многие из вас ощутили на себе определенное влияние, потому что, ну, как я уже сказала, адекватные люди празднуют, неадекватные делают всякую гадость другим. Из года в год у них данные праздники отождествляются с явно иными энергиями, которые они используют для того, чтобы насылать деструктивщину. Раскладываю снова по наитию, кому как пойдет. Не знаю, буду ли я смотреть, что вам делать, как себя обезопасить, думаю, вы и так знаете. Демоны лихие, вы представляете? Я же говорю, только расклад загружаю в сеть, они уже подсылают своих посыльных, так сказать. Сейчас. Ну, как говорится, да, примем с распростертыми объятиями. И также радушно отправим их обратно. Ну и здесь по карме вы выметать будете. Ну, какие-то кармические моменты будете выгребать. То есть, люб, что на вас там напускали в это время, поможет вам проработать кармические какие-то свои личные зацепки. Вот так вот. Ну, чему-то обучаются ваши недоброжелатели. Но, во всяком случае, я думаю, что пытаются, да? Пытаются, стараются, бедолаги, чему-то обучиться.
Главное, толковому учиться мы не хотим. А белиберду всякую в голову себе вкидывать, это мы запросто. Ну, да, в принципе, это их проблема, да? Наша задача понять, откуда растут ножки. И просто надавать обраток. Итак, определяйтесь по кучкам, по ловцам снов, а я сейчас буду определяться, какая стихия к какой кучке будет у нас сегодня относиться. Капитан Очевидность. Вот так и вот так. Определяйтесь с вашими вариантами. Итак, первый вариант — это стихия огня. Давайте будем глядеть, что они вам там отправляли. Ого, вот так вот прям резко, да? Ну, смотрите, ребятки, как интересненько-то. Знаете, что интересно? Во-первых, ваши знания, какие-то определенные ваши сокровища хотели стянуть себе. При этом считают, что это по справедливости, еще и наказать вас хотели. Не пойми за что. Во-вторых, кто-то это делает из тех людей, которые хотят вас вернуть в свое пространство. И человек может быть, кстати, связан с... У него много поездок, на машине работает. Человек, который, как вызывает вас на дуэль, хочет доказать, что он лучше, краше, умнее, даже в магии посильнее. Но здесь, знаете, такой товарищ, ну давайте скажем так, призывали необычного к вам, а такого темного ангела, который сеет раздор и убивает людей. Возможно, это ваш кровник вообще против вас работает. Так, в жертву вас хотели принести, обнулить ваши знания. Здесь, смотрите, здесь больше как ваш дар забрать. Ваше ясновидение, яснознание, женскую силу. Если кто, мальчики, смотрят, значит, это вашу силу. И не хотят, чтобы вы магией занимались. Ой, как не хотят. Ой, как не хотят, не хотят. Хотят, чтобы вы нуждались. Короче, вот так вот. Вот что делали. Хотели, чтобы вы от магии отреклись. Видимо, чтобы что-то, чего-то или кого-то испугались. Они считают, что они приговор выносят вам тем, хотели вас в какое-то замкнутое положение вогнать, ну, чтобы вы сидели, нуждались, они магичили и им отправляли обратно. Так что вот такая вот вам информация, ребят. Принимайте к сведению и можете уже, собственно говоря, принимать какие-то, да, действия против ваших недоброжелателей. Тут обраты обязательно. Чистка. Смотрите по вашему усмотрению. Просмотрите свои защиты. Обраты в обязательном порядке отправлять.
Но я думаю, вы даже с этим вы справитесь. Кто бы там к вам не пришел, вот. И здесь ребята очень не хотят, чтобы вы отправляли обраты и тем самым выписывали приговор вашему недоброжелателю. Их тут очень коробит, что вы отправляете, и у вас так получается все лихо. Так что вот так вот по первому варианту, ребят. Интересненько, интересненько, да? У нас обстоят дела с нашими недоброжелателями. Пробуксовочка вышла у товарищей. Ну, бывает. Итак, второй вариант у нас стихия воздуха. Давайте-ка, ребятки, поглядим. Белые сердечки, что у вас здесь недоброжелатели отправляли вам в рождественскую ночь, да? Возможно, здесь вас ходили и заказывали. Здесь будьте внимательны, возможно, вам может казаться не то, что есть на самом деле, либо человек себя как-то поведет. Короче говоря, вы в друге увидите недруга. Здесь защиты у высших. Попросите морок, снимайте обязательно. Огнем работали, значит и вам огнем надо поработать. Но здесь смотрите. Вам новости от рода будут. Но здесь еще показывают вот, практика мага, который это делал. У него своеобразная власть есть. Огнем и атомом работайте. Если чистка, то яйцами обязательно. Так, здесь хотели, чтобы вы на себя понадевали чужих проблем, то есть поперехватывали от других людей негатив из-за того, что вы не видите картину доподлинно. А также еще здесь хотели, точнее не хотели, а хотят, чтобы вы слишком зависели от мнения окружающих, от их оценки. Вот здесь прям мороки, понимаете? Мороки, что вы какая-то не такая, не такой. Но здесь подавление вашей воли полностью идет. Здесь знаете, как подавление, чтобы вы сами себя скушали изнутри. А морочки снимайте. Так что вот так вот к вам пришло. Вот такой вот вам сюрприз привалил в ночь с 7 января на 8. Благодарю вас за просмотр. Второй вариант. Оставляйте ваши комментарии, делитесь моим видео. Делитесь вашими впечатлениями. Я желаю вам добра этого мира. Пока-пока. Так, третий вариант. Стихия воды. Смотрим, что у вас тут. Я вас приветствую.
Я извиняюсь, если я, бывает, забываю здороваться с каждым вариантом. Вошла сейчас в поток. Тема интересная и интригующая. Так, что вам здесь сделали? Слушайте, а здесь вот, скорее всего, вариант будет для мальчиков. Здесь женщина какая-то с вами хочет перемирия, примириться с вами. Если же... Свеча на вас потухла, третий вариант. Смотрите, девочки, если вы смотрите меня, здесь хотят, чтобы вы сомневались в ваших начинаниях. У вас очень хорошие фамильяры. Вот трижды хорошие фамильяры, но здесь хотят, чтобы вы сомневались, сомнения ввести. Не исключаю, что женщина вам делает тоже. Да, на выбор вас ставят. А ну-ка, выбор чего? Здесь, знаете, во-первых, хотят, чтобы вы в чем-то сомневались в выборе вашего пути. Правильно, неправильно ли вы ритуал сделали. Ну, смотрите сами. Тем самым ваши защиты сдернуть хотят. Кстати, по поводу женщины. Так, девочки, смотрите, если вы меня, значит, это ваши подружки, знакомые, с которыми попойка явно была у вас. То есть общий стол вы имели на двоих. Может, вы в компании были, не суть, вы меня поняли. Мальчики, опои, окормы уже вам делались и, соответственно, возможно, повторили даже вчера, то есть 7 января, или же планируют что-то вам подмешать, подлить. Но здесь человек хочет и для мальчиков, и для девочек, персонаж ваш этот желает, чтобы восторжествовала справедливость. Сдружились, понимаете, хочет, чтобы вы сдружились. А на какой выбор вас там ставит? Ну, смотрите, если будете сотрудничать с этим человеком, он заберет ваших фамильяров. Это раз. Вам нужно через огонь, как я уже сказала, вот оно и выпало, через огонь делать себе защиту. Огнем закрывать, ставить печати, что-то в этом роде. Но здесь человек хочет ваших фамильяров, ваши способности, в общем, все в этом роде. И он вас ставит на выбор. Либо же вы общаетесь с этой персоной и сливаете свой потенциал ей. Здесь баба все-таки. Здесь не женщина, здесь я таких называю бабами. Либо же вы отходите от этого человека, занимаетесь заклинаниями, познанием магии, защищаете себя и свои границы. Вот такой вот здесь вариант у вас. Итак, что отправляла? По менталу работала. По защитам били, ребят. Хотят сдернуть ваши защиты для того, чтобы забрать ваших фамильяров, ваших духов-помощников. Возможно, вы даже видели во сне уже для себя предупреждение, от кого на вас идет атака.
Две карты защиты из двух разных оракулов. Так что будьте внимательны. По защитам пробиваются. Поэтому защиты, даже если... А ну-ка, секунду, сейчас я посмотрю защиты, в каком у вас состоянии. Ну, оберег какой-то есть у вас. Но дело в том, что колыхнули чуть защиты ваши. Не давайте себе сомневаться, не давайте никому сомневаться в вас. Так, только что был какой-то вообще сбой у меня в моей речи. Короче, все, кто захотят вас сбить с пути, с вашего, заставить вас сомневаться в себе же, вон выход, вон нахуй отсюда. Поняли? У вас очень хорошая защита. Нет, ребят, вообще знаю. У вас не просто хорошая защита. Во-первых, через высшие силы дано. Это раз, поддержка темных. Это два, по справедливости. Тут сильные ребята стоят за вами, которые, ну, и давать обраты будут настолько же сильно и коварно. Единственный момент, не врите себе и не врите окружающим. Только по справедливости действительно будет отлетать вашим недоброжелателям. Отличная защита, но знаете, на всякий случай добавьте, подновите, обновите. Вот нет, все равно хочется не добавьте, но добавьте, вы не потянете, у вас по энергетике что-то вот, ну, под атаками, под этими. Подобновите, короче говоря. Почему? Потому что вы уже начали как будто в чем-то сомневаться на данный момент. Поэтому обновить защиты, подновить, глядите сами, кому что нужно. А в обязательном порядке бабу эту держать на расстоянии от себя. Или же полностью заканчивать с ней какие бы то ни было отношения. Благодарю вас, третий вариант. Оставляйте мне, пожалуйста, ваши комментарии. Делитесь моим видео и своими впечатлениями. Но я вам желаю добра этого мира. Пока-пока, ребят. Итак, третий вариант. Стихия Земля. Я вас приветствую. Смотрим, что же к вам присылали недоброжелатели. Что вам здесь делали? Во-первых, влияли через ментал. Смотрите, суккубы и инкубы могли к вам. Если не поняли, вы еще могут на днях к вам подойти. Здесь хотят вас в жены, в мужья, видят слишком вас перспективным партнером для себя. Но здесь больше как мужчина вызовы на женщину делает. Вот. Ну, девочки, кто загадал из вас, здесь мужчина в прямом смысле. Сами поняли, чем под одеялом ночью на ваш образ занимается. Здесь, если при правильном, грамотном, с достаточным количеством знаний подойти к этой ситуации, зная эту информацию, с мужика можно очень много чего скачать. Причем правомерно. С вот этой картой, потому что здесь явно любовная магия присутствует. Сейчас посмотрим. Да, здесь привороты, ну гляньте, привороты, да.
радоваться хочет, что ваш ресурс будет к нему в руки уходить. Девочки, мальчики. Я думаю, вы поняли. Смотрите, по финансовому каналу вам также пробивали. В самых нехороших моментах могли сделать черное венчание на кладбище вам. Поэтому здесь нужно быть бдительнее. То есть, знаете, вот как обручились с покойником, хочется. Вот мне идет такая информация. Помните, я сразу сказала вам в начале, суккубы и инкубы. Глядите в оба, особенно если есть секс во сне. Смотрите, кто к вам приходит, как выглядит. Но здесь нужно себя прокачивать, дабы защищать от таких моментов, даже во сне контролировать поток событий и событийный ряд вообще в своем сне. Это возможно, могу вам сразу сказать. Этот человек хочет, он считает, что таким образом, короче говоря, он вас привязывает, понимаете? Делая вот эту белиберду, может к себе привязать, не может, бедолага. Вот. Или же через могилу с таким же именем, как у него, делалось это венчание. Он вас привязывает, естественно, вы постоянно думаете о нем, сливаете свой ресурс на него, денежный канал у вас просто летит в одно место, и он таким образом хочет вас как будто победить, знаете. Здесь недоразвитый мужчинка, который воюет с женщиной. Я понимаю, если мужчина воюет с женщиной, которая делала ему деструктивную магию, это одно. Но если мужчина, а зачастую мужчины у нас в наше время не желают принимать тот факт, что эта женщинка их мамочка любимая, очень многие не в состоянии это воспринять, то имеем то, что имеем. Вот на ваш вариант хочется еще что-то мне досмотреть. Напутствие вам, да? Какое вам напутствие нужно дать? Ребята, обратиться к наставнику, к пророку, к человеку, который сможет вам дать подсказки и помочь вам выйти из этой ситуации. Здесь нужно себя чистить кардинально. Финансовый канал чистить, мороки снимать, привязки эти кладбищенские сдирать. Просить у предков духов своего рода помощи и ставить себе обережную защиту. Через оберег, через носитель должно что-то быть у вас. Короче говоря, этот человек, наставник, к которому вы обратитесь, выбирайте только с умом, к кому вы пойдете и кому вы доверяете. Вот через эту ситуацию вы выходите на свой путь, это по высшему суду. Так, ребята, через вот этот оберег, через эти чистки у кого-то, кому вы пойдете, вы примете решение простить ваших недоброжелателей. Здесь, знаете, еще как, походы к психологу выговориться надо, понимаете? Просто выговориться. А ваши недоброжелатели, как только вы защиту себе эту поставите, у них там на их канал денежный пойдет
Пойдут подселенцы, и их еще по 4 чакре, по сердечной долбанут свыше. Ну, то есть неплохо так прогреют, я вам хочу сказать, персонажей ваших, потому что там идет вплоть до того, что человек потеряет все свои регалии. То есть, если была работа, работы не будет. Если был какой-то у него там статус, чин, не знаю я, все это, короче, рухнет как карточный домик. Так что вот смотрите сами, что вы там будете делать, но действовать вам, вот именно вам, 4-й вариант, вам нужно безотлагательно. Вот так вот. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, лайки, дизлайки, делитесь впечатлениями и моим видео. А на сегодня я с вами прощаюсь. Пока-пока.